Хотела вам побольше рассказать про метод EMDR, ДПДГ, десенсибилизация и переработка движением глаз. Этот метод был основан в 80-х годах Фрэнсис Шапира для работы непосредственно с посттравматическим стрессовым расстройством и с ветеранами военных действий, для того, чтобы как можно быстрее дать им облегчение от их эмоциональной боли и снизить тот эмоциональный заряд, который они испытывали как результат каких-то очень сильно травмирующих психику событий. Наша психика, как и наше тело, стремятся к исцелению. Как заноза в пальце, когда есть инородное тело, исцеление невозможно, и начинается нарыв, загноение. И несмотря на то, что заноза была поставлена еще годы назад, но боль от этого нажима совершенно актуальная, совершенно сильная и просто невыносимая. И заставляет вас верещать, визжать, бить, убегать, замирать и ломать отношения. Задача вот этого метода МДР — вытащить эту занозу, десенсибилизировать вот эту боль, которую вы испытываете, и более того, переконструировать когнитивную составляющую этого эпизода, чтобы можно было его встроить как факт вашей биографии, а не как катастрофу. Это происходит через билатеральную стимуляцию мозга. Это активация попеременно правого и левого полушария через любую модальность восприятия, будь то визуальные глаза, будь то аудиальные щелчки или же кинестетическое, тактильное, это какие-то похлопывания. При этом происходит активация сетки памяти, и это событие начинает расшатываться и модифицироваться. В ходе упражнения, в ходе переработки мы, скажем так, запускаем вот эту ручную переработку негативного опыта. Мы помогаем психике переварить, переработать вот то травмирующее событие. Билатеральная стимуляция через движение глаз воспроизводит быструю фазу сна. И именно это тот момент, когда психика перерабатывает все произошедшее с вами за день. Поэтому этот метод — это такой катализатор на самом деле, который помогает мануально запустить вот этот процесс ускоренной переработки того или иного травмирующего события. На выходе мы чувствуем облегчение, мы чувствуем, что эмоциональная боль ушла. То событие, которое раньше нас просто будоражило и потряхивало, сейчас же мы относимся к нему нейтрально, то есть эмоциональный заряд спадает до нуля. Более того, встречаясь с подобными триггерами в настоящем, в будущем, они нас не цепляют, потому что не за что, да, потому что мы вот так отполировали, теперь гладенькие, не за что зацепиться. Соответственно, мы реагируем очень нейтрально, очень спокойно на подобные события, которые приходят уже в будущем, потому что нету этой зацепки, нету этого заряда, нету этой занозы в пальце. Мы нажимаем и, собственно, уже не чувствуем той боли, палец как палец. На самом деле, действительно, можно сказать, что какая-то магия. Но, с другой стороны, это наша физиология, это наука, это не просто какое-то совпадение или вуду, да, за этим стоят исследования, стоят эксперименты и стоит определенный метод, который был разработан, протестирован и позднее уже эволюционировал. Метод очень конкретный, это определенный протокол и алгоритм действий, и оператору, и клиенту понятно, что происходит. Я думаю, это один из таких плюсов и особенностей этого метода, в отличие с обычной терапией, когда идет исследование, и мы постепенно погружаемся, переходим от одной темы к другой, выстраиваем, распутываем этот клубок. Здесь же мы работаем с определенным запросом, с определенным эпизодом, находим все те события, которые предшествовали вот этой занозе, да, и составляли потом последующие все события, которые акцентуировали и подкрепили вот эту травматизацию. И эти события, как мишени, мы десенсибилизируем, работаем именно с ними, перерабатываем именно эти события стрессовые, травматические, совершенно конкретные. В МДР есть масса протоколов для работы с конкретными запросами. Лучше всего МДР работает с ПТСР. Также этот метод хорошо работает с тревожностью, с фобиями, со страхами. Существует протокол
для работы с изменой, с расставанием, с гореванием. Горевание – это немножко отдельная тема, поскольку нельзя ускорить горевание, это очень индивидуальный процесс, однако можно облегчить ту эмоциональную боль, которая сопровождает горевание. Также ДПДГ работает с запросами из сферы сексологии, сексуальных дисфункций. С помощью метода ДПДГ можно работать с синдромом Стоссен. Это синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи или же с преждевременной эякуляцией. Этот метод где-то сродни с гипнозом и НЛП, потому что он как раз стоит в иерархии после НЛП, гипноза, и затем идет метод ДПДГ. Поэтому при билатеральной стимуляции мы, в принципе, входим в некое трансовое состояние, которое нам и позволяет углубиться в нашу память и в психику и активировать ту систему памяти, где засела занозой та или иная травма. В ходе работы, конечно, могут быть сильные эмоциональные состояния, потому что человек попадает в ту ситуацию и проживает и переживает ту бурю чувств, которую он испытывал тогда. И поэтому предупреждаем клиентов также, что между сессиями продолжается эта работа, потому что мы активируем эту сетку памяти, и между сессиями работа продолжается. Могут всплывать какие-то другие эпизоды, или может повышаться температура, а потом резко спадать, или может как-то тошнить. То есть на самом деле эмоция, которая была заблокирована, она начинает выходить, подниматься, и через тело, через дрожь, вот температуру, как я уже сказала, да, через тело каким-то образом может себя манифестировать, и поэтому это тоже важно знать, что это нормально, это не признак того, что идет ухудшение, это наоборот признак того, что идет исцеление, выздоровление, и выходит то все ненужное, что не должно было находиться внутри. Это краткосрочная терапия, как правило, достаточно 5 сессий на решение какой-то задачи, какого-то запроса. Все зависит от ситуации. Это может быть и вообще одна сессия, может быть, конечно, и чуть дольше, в зависимости от задачи.